Здравствуйте, друзья! Сегодня цикл загадочных историй буду продолжать я. Я вам расскажу про один из моих контактов с подземной цивилизацией, расой хранителей. До сих пор, когда я закрываю глаза, перед ними встают те бирюзовые спирали света, те невозможные архитектурные формы, тот воздух, наполненный странной вибрацией древности. Лифт опускался вниз гораздо дольше, чем позволяли все известные мне законы физики. Стены кабины постепенно начали светиться тусклым голубоватым светом, отражаясь в лицах сопровождавших меня охранников. Воздух становился гуще, насыщеннее, с металлическим привкусом на языке. Давление менялось волнами, будто мы проходили сквозь некие невидимые барьеры. Когда двери наконец открылись, передо мной предстал мир, который не должен был существовать. Подземный город раскинулся в гигантской подземной полости, размеры которой терялись в фиолетовой дымке. Своды этой колоссальной пещеры уходили вверх на километры. Их поверхность была покрыта странными симметричными узорами, словно кто-то выжег их гигантским лазером. Структуры города напоминали одновременно и кристаллы, и органические формы. Башни, вырастающие из пола пещеры и ветвящиеся кверху, как фракталы. Их поверхности переливались перламутровыми оттенками, пульсируя внутренним светом, ритм которого напоминал биение сердца. Между башнями двигались светящиеся сферы, оставляющие за собой мерцающие следы. В глубинах города, скрытые от любопытных глаз, обитали существа, чей облик одновременно завораживал и пугал. Раса хранителей, древняя раса, чью внешность невозможно забыть. Это высокие, стройные существа, достигающие до 3,5 метров роста, обладающие такой гармонией пропорций, что казались ожившими скульптурами. Их кожа белая, абсолютно гладкая. Лица хранителей сочетают утонченные черты с нечеловеческим совершенством. Слегка удлиненный череп, высокие скулы, тонкий нос, глаза большие, миндалевидные, синие. Пристально вглядевшись, можно увидеть, как в этих бездонных глубинах мерцают целые созвездия, словно кто-то заключил в них кусочек ночного неба. Вместо привычных нам волос у хранителей имеются подвижные энергетические нити, напоминающие жидкий свет. Волосы длинные, белого цвета. Эти удивительные волосы ведут себя как разумная субстанция, могут собираться в аккуратные пучки при концентрации, распускаться сияющим ореолом в моменты сильных эмоций или даже передавать информацию через касание. В темноте эти энергетические образования пульсируют мягким светом, создавая вокруг головы таинственное свечение. Одежда хранителей столь же необычна, как и их внешность. Преобладающие голубые и серебристые оттенки их одеяний переливаются, словно поверхность спокойного океана под лунным светом. Особое внимание привлекают украшения, кристаллические кольца, свободно движущиеся вокруг головы или конечностей, и загадочные символы спиралей, светящиеся на груди. Они перемещаются бесшумно, словно скользя по воздуху. Каждое их действие наполнено грацией
и точностью, лишенной малейших излишеств. При необходимости они могут на короткое время левитировать, преодолевая небольшие расстояния без единого шага. В темноте их облик приобретает особую таинственность. Кожа излучает мягкое голубое сияние, глаза светятся голубым синим цветом, а энергетические нити пульсируют, как живые светлячки. Социальные различия среди хранителей проявляются во внешности. Жрецы и ученые, самые высокие представители их расы, отличаются особенно длинными белыми волосами, энергетическими нитями, белой кожей, а также кристаллами на груди. Воины обладают более мускулистым телосложением и кожей серебристым оттенком. Их руки покрыты живыми узорами. Работники и техники – самые низкорослые среди сородичей. Их тела стали совершенными инструментами для взаимодействия с высшими измерениями. Меня провели через серию спиралевидных коридоров, стены которых дышали, расширяясь и сужаясь в такт моим шагам. Воздух здесь был насыщен странной энергией, а в ушах стоял постоянный высокочастотный звон. Центральным сооружением оказался зал хроник, огромное пространство, где в воздухе парили сотни светящихся сфер, каждая из которых содержала в себе целые эпохи. При приближении сферы оживали, показывая события прошлого и возможного будущего. Я увидела Землю с 2 лунами, города из света, простирающиеся по всей галактике, и нашу планету. Хранители не говорили в привычном смысле. Слова формировались прямо в сознании, сопровождаясь вспышками образов и эмоций. Они объяснили, что являются хранителями знаний той цивилизации, которая существовала до человеческой. Их мир погиб, когда эксперименты с пространством-временем вышли из-под контроля. Теперь они наблюдают, корректируют, пытаются предотвратить повторение катастрофы. В отдаленных залах стояли существа перед зеркальными поверхностями, в которых отражались не их лица, а альтернативные версии нашего мира. Хранители обладают знаниями, способными перевернуть наше представление о реальности. Их биокорабли могут путешествовать между измерениями. Кристаллы времени позволяют заглядывать в прошлое и будущее, а телепатические способности делают ненужными любые средства коммуникации. Но если они столь совершенны, почему же они прячутся в подземных городах, избегая контакта с миром на поверхности? Задалась я вопросом. Ответ кроется в трагичном уроке, который хранители получили тысячи лет назад. Их цивилизация когда-то процветала на поверхности, создавая удивительные города в гармонии с природой. Но злоупотребление кристаллическими технологиями привело к катастрофе. Попытка создания межпространственного портала обернулась плазменным штормом, уничтожившим их мир. Выжившие обнаружили, что только в глубинах Земли можно найти защиту от последствий их же собственных открытий. Подземные города стали не просто убежищем, а единственным местом, где их хрупкие технологии могли функционировать стабильно. Сегодня хранители продолжают скрываться не только из-за страха перед повторением прошлых ошибок,
Главная причина их изоляции кроется в нас, в человечестве. Хранители прекрасно понимают, что наша цивилизация не готова к встрече с ними. Религиозные войны, технологический коллапс, массовая истерия — вот что последует за открытым контактом. Их телепатические способности позволяют читать коллективное сознание человечества, но то, что они там видят, заставляет их держаться на расстоянии. Мы для них, как дикие дети, играющие с ядерной кнопкой, не понимающие последствий своих действий. Их этические принципы запрещают прямое вмешательство в нашу эволюцию. Сейчас хранители ограничиваются точечными контактами. Их гибридные дети уже рождаются среди нас, неся в ДНК ключ к новому этапу эволюции. Их послания передаются через сны. Они не прячутся, они ждут. И вопрос в том, окажемся ли мы достойны их доверия, когда настанет время встречи. Когда пришло время возвращаться, мне дали артефакт, небольшой черный кубик с едва заметными фиолетовыми прожилками. Сейчас, спустя долгое время после контакта, я чувствую, как он постепенно активируется. Его поверхность становится теплее, а в глубине появляется пульсирующий свет. Иногда по ночам, в состоянии между сном и бодрствованием, я снова вижу их город и знаю, что скоро дверь откроется снова. Это был рассказ, один из моих контактов с подземной цивилизацией, расой хранителей. Если у вас появились вопросы, можете их писать в комментариях. И на сегодня я с вами прощаюсь. До следующих встреч. До свидания.